Марка, которая ассоциируется с простотой, доступностью и надежностью. Ее двигатели зарекомендовали себя временем и эксплуатацией, и многие из них до сих пор пользуются популярностью у автомобилистов. Некоторые моторы преодолевают отметку в 500 тысяч километров пробега без серьезных проблем, но надежный двигатель — это не просто цифры и ресурс. Для многих это способность пережить плохой бензин, сомнительное обслуживание и суровый климат. И если смотреть под этим углом, у АвтоВАЗа есть чему поучиться даже премиальным брендам. Их сила не в мощности, а в выносливости, в способности работать там, где другие сдаются. За десятилетия на автомобиле «Лада» ставили более 30 различных двигателей. Но какой из них заслужил звание по-настоящему неубиваемого? В этом мы попробуем разобраться. Вы на канале The Auto Top, и это самые лучшие двигатели «Лада». Поехали! Когда в Италии узнали, что в СССР будет выпускаться собственный вариант Fiat 124, реакция была спокойной. Обычная копия, говорят итальянцы. Но очень скоро все понимают, советские инженеры делают нечто большее. Они не просто копируют, а полностью переосмысливают конструкцию, создавая двигатель, который в Европе назовут неубиваемым. Именно тогда мотор ВАЗ-2101 становится легендой, не громкой, не пафосной, но заслуженной. С одной стороны, европейский Fiat 124, получивший звание автомобиля года. С другой — суровые советские реалии, где двигатель должен заводиться зимой при минус 35 градусов, работать на плохом бензине и выдерживать обслуживание в полевых условиях. Итальянский мотор для этого не подходит. Открытый привод клапанов собирает пыль и грязь, хрупкая конструкция боится морозов и перегревов. И тогда советские инженеры принимают смелые решения — не адаптировать, а пересоздать. Ключевым изменением становится перенос распределительного вала в головку блока. Для конца 60-х это настоящий прорыв. Это обеспечивает стабильную работу клапанов, а значит, надежность при высоких нагрузках. Но настоящая гениальность — философии проектирования. Каждый элемент перерабатывают с учетом советских условий. Для защиты от заклинивания в мороз увеличивают зазоры в парах трения. Для работы с неидеальным маслом ставят усиленные подшипники. Пока Европа уходит в сторону облегчения и экономии, советские инженеры следуют другому принципу – надежность важнее прогресса. Результат превосходит ожидания. 1,2-литровый мотор мощностью 64 лошадиных силы спокойно проходит 300 тысяч километров без капремонта, прощая ошибки обслуживания. Когда первые «Жигули» попадают на тесты в Европу, эксперты ожидают увидеть сырую конструкцию. Вместо этого они сталкиваются с феноменом. Двигатель заводится с полоборота, не боится перегрева и работает там, где другие отказывают. ВАЗ-2101 становится первым советским мотором, заслужившим настоящее уважение на Западе. Не за технологические инновации, а за разумность конструкции. Не за рекордную мощность, а за абсолютную надежность. Сегодня копейку вспоминают как символ ушедшей эпохи. Но за этим стоит более важная истина. Иногда самая передовая технология — это не сложность, а продуманная простота. И этот мотор доказывает это своей более чем 50-летней историей. В конце 70-х советские инженеры создают принципиально новый автомобиль, будущую «Ладу Самару». В качестве главного консультанта они привлекают фирму Porsche. Немцы учат проводить испытания по-новому, анализировать детонацию, доводить форму камеры сгорания, находить оптимальные углы опережения сжигания. Первой версией становится 1,3-литровый мотор ВАЗ-2108. Но стране нужен двигатель мощнее. Начинается разработка 1,5-литрового ВАЗ-21083. Перед инженерами встает сложная задача — увеличить мощность, не меняя основ конструкции. Это значит, блок цилиндров, материалы и технология производства должны остаться прежними. Единственное возможное решение — увеличить диаметр цилиндров с 76 до 82 мм. Но это создает серьезные проблемы. Уже на первых испытаниях конструкция показывает свой главный изъян. Перемычка между цилиндрами сокращается до 7 мм. Исчезают водяные каналы для охлаждения, возрастает тепловая напряженность, блок цилиндров трескается под нагрузками, поршни задираются и заклинивают. Конструкторы тратят 2 года на поиск решения. Они увеличивают диаметр впускных клапанов с 35 до 37 мм, укрепляют головку блока в самых нагруженных местах. Но главный вызов — заставить новый мотор стабильно работать. Карбюратор с его ручными настройками становится головной болью для владельцев,
Точную регулировку могут выполнить только мастера с золотыми руками. Зато зубчатый ремень ГРМ делает двигатель невероятно тихим по меркам ВАЗа. Но эта тишина имеет свою цену. Интервалы замены ремня теперь становятся строжайшим правилом. Что же получилось в итоге? Мощность растет на 6 лошадиных сил. Но главное, крутящий момент увеличивается значительно. При правильном обслуживании, качественном бензине и своевременной замене ремня ГРМ ресурс двигателя до капитального ремонта составляет более 300 тысяч километров. Двигатель ВАЗ-21083 совершает прорыв в развитии отечественного автопрома. И хотя его младший брат проигрывает в живучести, именно 83-й показывает, советские инженеры могут создавать современные конструкции, даже когда все условия против них. Пока одни двигатели создавались для асфальта, другим с самого начала был уготован иной путь – через грязь, броды и бездорожье. Речь о моторе для легендарной «Лады Нива» 2121. За основу по традиции взяли агрегаты заднеприводных «Жигулей». Под капотом первенца Нивы оказался 1,6-литровый мотор от ВАЗ-2106, самый мощный и тяговитый на тот момент. Но даже его 75-80 лошадиных сил было недостаточно. Мотор нужно было крутить, что на бездорожье не всегда удобно. Первая серьезная эволюция наступила в 1993 году с появлением модификации 21213. Рабочий объем увеличили до 1,7 литра, а главное, появился знаменитый нивовский карбюратор Solex. С ним двигатель обрел свой характер, не самый мощный, но с уверенной тягой на низах и феноменальной всеядностью. Параллельно рождались уникальные гибриды. Для экспорта существовала версия 21211 с 1,3-литровым мотором, дань налоговым льготам в других странах. А в середине 90-х появились дизельные Нивы с моторами Peugeot XUD9L. Они поражали экономичностью, но так и остались экзотикой. Настоящая революция случилась в 2001 году с двигателем 21214. Это был уже не просто апгрейд, а концептуально новая версия. Инженеры взяли за основу чугунный блок, но оснастили его совершенно новой головкой с гидрокомпенсаторами. Двухрядная цепь ГРМ уступила место более тихой однорядной с гидронатяжителем, а главное, карбюратор окончательно заменила современная система распределения вспрыска топлива с электронным блоком управления Bosch. Итогом многолетней эволюции стал мотор, который и сегодня остается сердцем Лада 4х4. При скромных 83 лошадиных силах и 127,5 ньютон-метров он демонстрирует ту самую нивовскую тяговитость. Его ресурс легко достигает 250-300 тысяч километров, а ремонтопригодность в полевых условиях стала притчей во языцах. ВАЗ-2121 и его потомки – это, пожалуй, единственные двигатели АвтоВАЗа, которые прошли проверку не километрами, а координатами. Десятилетия назад карбюраторные двигатели еще казались нормой, но к 90-м годам они безнадежно устаревают. Европа ужесточает экологические нормы, а ВАЗ теряет рынки, под угрозой оказываются 40% экспорта. Карбюратор с его вечными регулировками и капризным характером больше не может конкурировать с современными системами питания. Решение приходит из-за океана. АвтоВАЗ заключает контракт с General Motors. Американцы предлагают технологию под ключ, 500 000 комплектов систем впрыска, обучение инженеров и полную документацию. ВАЗовские специалисты годами работают в командировках в США, постигая азы электронного управления двигателем. Но адаптация западных технологий к российским реалиям оказывается сложнее, чем предполагали. Инженеры сталкиваются с парадоксом. Как сохранить народную ремонтопригодность советского мотора, добавив к нему сложную электронику? За основу берут проверенный ВАЗ-21083, но перерабатывают его до неузнаваемости. Исчезает подсос. Вместо него появляется электронная дроссельная заслонка. Трамблер уступает место датчикам положения коленвала и распредвала. Механическая часть тоже требует серьезных доработок. Чтобы снизить вибрации, устанавливают новый коленвал с увеличенными противовесами. Для борьбы со сносом переходят на плавающие поршневые пальцы. А чтобы двигатель выдерживал повышенные температурные нагрузки, усиливают конструкцию головки блока. Итог впечатляет. Мощность выросла до 77 лошадиных сил, на 10% больше, чем у карбюраторного предшественника. Расход топлива снижается на 15%, а выбросы вредных веществ уменьшаются втрое. Двигатель начинает соответствовать нормам Евро-2. Но настоящую революцию ощущают водители.
Мотор заводится мгновенно и не глохнет на холостом ходу, как это часто бывало с карбюратором. Ресурс двигателя достигает 400 тысяч километров, вдвое больше заводского. Переход на инжектор становится болезненным для рынка. Запчасти дорожают в 2-3 раза, а диагностическое оборудование доступно лишь в крупных городах. Многие автомеханики не понимают, как работать с электронным блоком управления. Но игра стоит свеч. ВАЗ-2111 становится мостом между советской автомобильной промышленностью и современными технологиями. С его появлением под капотом поселяется компьютер, а понятие «прошивка» прочно входит в лексикон российских автолюбителей. В 2004 году АвтоВАЗ сталкивается с новой реальностью. Мощности 1,5-литрового ВАЗ-2111 уже не хватает для динамичной езды на новых моделях. Но вместо этого, чтобы создавать новый двигатель, инженеры берут за основу проверенную конструкцию и последовательно улучшают ее. Секрет нового мотора кроется в 3 ключевых изменениях. Сначала увеличивают высоту блока цилиндров всего на 2,3 мм. Этого хватает, чтобы нарастить ход поршня с 71 до 75,6 мм. А венцом модернизации становится переход на фазированный впрыск. Теперь электроника точно дозирует топливо для каждого цилиндра. На Тольяттинском заводе начинается уникальное производство. На одном конвейере собирают ВАЗ-21114 для классических моделей, на другом – технически идентичный 11183 для новых Калин. Разница лишь в мелочах – маховике, картере и сцеплении. Для автовладельцев это значит одно – запчасти всегда доступны. Новый мотор получает важные улучшения. Система охлаждения теперь проходит по всей высоте блока, защищая от перегрева. Коленвал обретает увеличенные противовесы, вибрации становятся меньше. А главное, двигатель теперь защищен от обрыва ремня ГРМ. Клапана не встречаются с поршнями. Водители быстро оценили преимущества. Машина увереннее трогается с места, лучше тянет на подъемах и меньше шумит. При грамотном обслуживании двигатель легко проходит 350 тысяч километров без серьезного ремонта. В результате грамотной модернизации двигатель начинает соответствовать современным экологическим нормам Евро-4. Добиться этого удалось без радикальных изменений конструкции, только за счет точной работы инжектора и тщательной калибровки всех параметров. Благодаря двигателю ВАЗ-21114 конвейер в Тольятти продолжает работать без остановки. Завод получает современный мотор, не вкладываясь в новое оборудование, а покупатели – надежный двигатель, запчасти к которому можно найти в любом гараже. Эволюция не остановилась на этом. На базе той же конструкции появляется 16-клапанный ВАЗ-21124. Инженеры сохраняют высоту блока и ход поршня, но добавляют 4 клапана на цилиндр. Это поднимает мощность до 89 лошадиных сил, сохраняя все преимущества предшественника – надежность, ремонтопригодность и защиту от обрыва ремня ГРМ. В 2007 году АвтоВАЗ совершает настоящую революцию. Вместе с новой Приорой на конвейер встает двигатель 21126, первый мотор, где российские инженеры массово применяют иностранные компоненты. Это не просто эволюция, а качественный скачок в производстве. Международная сборка становится главным принципом. Шатун на поршневую группу поставляет Federal Mogul, ремни ГРМ приходят от Gates, но немецкие технологии требуют нового подхода. Теперь блок цилиндров проходит хонингование, а к чистке поверхности предъявляют жесткие требования. Первые версии двигателя получают неожиданную особенность. Спортивные поршни без защитных лунок делают мотор втыковым. При обрыве ремня клапана встречаются с поршнями. Лишь в 2018 году эту проблему устраняют, возвращая защиту. Технические улучшения кардинально меняют характер мотора. Облегченная поршневая группа получает мало форсунки для охлаждения. Индивидуальные катушки зажигания приходят на смену проводам. Стальная топливная рампа и система улавливания паров бензина повышает экологичность. А гидрокомпенсаторы навсегда избавляют владельцев от регулировки клапанов. Надежность становится визитной карточкой двигателя. Ресурс достигает 450-500 тысяч километров, втрое больше первых инжекторных моторов ВАЗа. Владельцы с удивлением обнаруживают, что заводской ремень ГРМ спокойно проходит 120-130 тысяч, а двигатель стабильно работает в диапазоне от минус 46 до плюс 37 градусов. Этот двигатель открывает новую эру, когда качество перестает быть эксклюзивом иномарок. ВАЗ-21126 стирает границу между нашим и импортным. Теперь это просто современный двигатель. На базе 21126 появляется модификация
21127 с революционной системой регулируемого впуска. Резонансные камеры и систему заслонок позволяют мотору дышать эффективнее. Мощность вырастает до 106 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 148 ньютон-метров. Двигатель обретает более 20 новых деталей. 2015 год. Конвейер АвтоВАЗа готовится к запуску новой «Лада Веста». Но экологический паспорт двигателя грозит сорвать все планы. Мощный 106-сильный мотор 21127, успешно работавший на Калина, не проходит по нормам Евро-5. Решение оказывается неожиданным. Вместо точечных доработок инженеры полностью пересмотрели концепцию мотора. За основу берут проверенную конструкцию 21127, но перепроектируют ее под жесткие экологические стандарты. Система выпуска становится сложным механизмом очистки. Резонансные камеры получают новый алгоритм работы, а блок управления — другую логистику. Степень сжатия снижают до работы на 92-м бензине без потери надежности. Невидимые глазу изменения кардинально меняют характер мотора. Пневмопривод заслонок впуска, объединенный датчик давления и температуры, облегченные поршни с укороченными юбками. Результат превосходит ожидания. Сохраняя 106 лошадиных сил, двигатель демонстрирует феноменальную эластичность. Более 130 ньютон-метра крутящего момента с 2300 до 5900 оборотов. Ресурс превышает 200 тысяч километров при межсервисном интервале 15 тысяч. Этот двигатель закрывает спор между мощью и экологичностью. Он не просто соответствует стандартам, он устанавливает новый баланс, где частота выхлопа становится естественным свойством современного мотора, а не уступкой регуляторам. К 2016 году АвтоВАЗу потребовался прорыв. Рынок жаждал мощности, а 106-сильного 21129 уже не хватало для уверенной конкуренции. Ответом стал 1,8-литровый ВАЗ-21179, самый мощный серийный атмосферный двигатель в истории марки. Инженеры взяли за основу проверенную конструкцию 21127, но задача увеличения объема оказалась подобна шахматной партии. Каждый ход имел свои последствия. Чтобы, не переделывая блок, увеличить объем с 1,6 до 1,8 литров, пришлось пойти на компромисс. Ход поршня увеличили до 84 мм, но это потребовало укоротить шатуны. Конструкцию дополнили настоящими технологиями большого мира. Механизм регулирования фаз газолайн на впускном валу, фазовращатель, электронной педалью газа и облегченной шатунно-поршневой группой от Federal Mogul. Результат впечатлял на бумаге: 122 лошадиные силы и 170 ньютон-метра крутящего момента, который достигался уже на 3700 оборотов в минуту. Автомобили с этим мотором стали самыми динамичными в линейке. Лада Веста и X-Ray наконец получили долгожданную прыть. Однако за эти лошадиные силы пришлось заплатить целым рядом проблем, которые вскрылись в процессе эксплуатации. Главным и роковым недостатком стал повышенный расход масла, в отдельных случаях достигавший 0,7 литра на 1000 километров. АвтоВАЗ был вынужден официально закрепить эту цифру как норму, что вызвало волну критики со стороны владельцев. Проблемы на этом не закончились. Двигатель остался втыковым. При обрыве ремня ГРМ клапана неминуемо встречались с поршнями. В условиях, когда многие владельцы «Лада» привыкли к дуракоустойчивости старых моторов, это стало серьезным риском. Процедура замены того же ремня ГРМ была существенно сложнее, чем на 1,6-литровых собратьях. Добавились и претензии к детонации на 92-м бензине и высокому расходу топлива. Завод пытался бороться с недостатками. В 2020 году была представлена новая головка блока цилиндров с измененной конструкцией направляющих втулок клапанов для снижения расхода масла. Но борьба за надежность шла параллельно с борьбой за себестоимость. Некоторые детали, как топливная рампа, упрощали и удешевляли, что не всегда шло на пользу качеству. В итоге против 1,8-литрового мотора сыграла совокупность факторов: высокая стоимость производства, необходимость использования уникальных запчастей, эксплуатационные проблемы и появление надежной альтернативы в лице того же 21129. В 2021 году его производство было практически свернуто. ВАЗ-21179 стал ярким примером того, как сложно совместить стремление к прогрессу с наследием старой платформы. Он показал, что просто увеличить объем недостаточно, нужна комплексная, глубокая переработка всей конструкции. Этот двигатель не стал новым народным героем, но он выполнил другую важную роль — роль сурового урока,
который заставил инженеров искать другие, более совершенные пути для создания современных силовых агрегатов. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.